Well, we want to look at past judgments and the significance of the past judgments. Итак, мы с вами рассматривали прошлые суды, мы с вами сейчас рассмотрим прошлые суды Божьи и их значимость. They give us examples of how God deals with sin. Они показывают нам пример того, как Бог решает вопрос зла, как Он разбирается с этой проблемой. They also show how severe and damaging sin is. Также эти прошлые суды показывают, насколько суров и разрушителен Божий суд. God must intervene in a very drastic way. И Богу порой приходится вмешиваться весьма таким суровым, зрелищным и агрессивным образом. These past judgments also give us assurance that God is going to complete the work of justice. И вот эти прошлые суды также вселяют в нас уверенность в том, что Бог завершит дело справедливости. Справедливость восторжествует. And eventually He is going to also complete the future judgments as well. И что в конечном счете Он завершит также победоносно и будущие суды. So there are Old Testament judgments that have taken place in the past. Итак, есть ветхозаветные суды, которые происходили в прошлом. Where's the first one? Когда произошел первый ветхозаветный суд? The flood. When Adam and Eve were thrown from the garden. Yep. Adam and Eve, in fact, not only thrown, but also the curse was imposed. Суд над Адамом и Евой, не только они были выброшены из сада, но также на них было наложено проклятие. We're experiencing the effects of that judgment today. И мы испытываем на себе последствия этого суда до сих пор. Simple disobedience of God's word. Простое непослушание Божьему Слову. Through the entire universe into a condition that we're experiencing today. Оно отбросило всю Вселенную вот в то плачевное состояние, в котором мы все находимся и сегодня. That is the damage of sin, and we are experiencing some of the consequences. Вот это ущерб, вот это последствия греха, и мы до сих пор эти последствия испытываем на себе. So the first judgment is when God cursed the entire universe. Итак, первый суд это когда Бог проклял всю Вселенную. And every woman experiences the curse today. Да, и каждая женщина в наши дни чувствует на себе последствия этого проклятия. When she gives birth, she is reminded of the curse that was put on the first woman. Каждая женщина, которая рожает, она это как напоминание, вот эти родовые боли, как напоминание того, что произошло с первой женщиной. Also, when every man has difficulty making a living and it's very difficult to work. И точно так же всякий мужчина, который пытается прокормить свою семью, и он сталкивается с этими трудностями на работе. We're reminded of the first sin and Adam's judgment in the garden. Должно напоминать ему о первом грехе и о суде над Адамом в Эдемском саду. Actually, the casting out of the garden is actually grace. И вообще говоря, то, что Бог удалил Адама и Еву из сада, это даже проявление благодати. By casting Adam and Eve out of the garden, God prevented them from eating from the tree of life. Изгнав их из Эдема, Бог предотвратил ту еще более плохую ситуацию, когда они могли бы вкусить от древа жизни. In sinful bodies, had they eaten from the tree of life, they would have continued to live in sinful bodies forever. Если бы они, находясь в греховных телах, вкушали бы от древа жизни, они бы в этом состоянии жили бы бесконечно. So God desired that they experience physical death. Поэтому Бог пожелал, чтобы пусть они лучше физическую смерть переживут. So that by believing in God, they would have eternal life. Чтобы, поверив в Бога, они могли иметь вечную жизнь. Second flood involved also the world. Второй суд – это потоп, который также включает в себя весь мир. The flood of Noah is the next judgment. Это следующий суд. And we see the severity of God's wrath very clearly there as well. И мы здесь также очень ясно видим суровость Божьего суда. We can see the effects of the flood everywhere on the face of the earth today.
мы можем увидеть суровость вот этих последствий потопа везде на сегодняшней земле. Every geological formation, particularly sedimentary rock, Все геологические образования, особенно вот эти осадочные породы, вот эти вот осадочные скалы, где слоями идет, да, all those layers that go down about over a kilometer deep, все вот эти слои, которые могут глубиной уходить на километр и больше, как в Большом каньоне. laid down by the Genesis flood. Все эти слои были уложены в результате потопа, который случился при Ное. Destroyed all of humanity and all of the animals on the face of the earth. И из-за этого потопа было уничтожено все человечество и все, что обитало на земле. Except for one family that God saved. За исключением одной семьи, которую Бог спас. We have the judgment of Sodom and Gomorrah. Следующий суд, который мы видим, Wait a minute, is that Babel? Babel? Это суд при Вавилоне. That was a judgment as well. Это тоже был Божий суд. We're experiencing the effects of that judgment right here in this room today. Мы испытываем на себе последствия этого суда прямо сегодня, вот в этой комнате. Because you can't, well, I can't understand you, but you might understand me. Поскольку, может быть, там вы меня как-то и можете понять, но я вас точно навряд ли пойму. God confused the languages because man collectively rebelled against him. Бог смешал языки, поскольку люди коллективно все вместе против него взбунтовались. Sin has long-range consequences. И у греха есть долгосрочные последствия. Now the judgment of Sodom and Gomorrah was more local. И суд над Содомом и Гоморрой был скорее таким местным. But it still illustrates the severity of God's judgment. Не глобальную, но он, тем не менее, также показывает нам суровость Божьего суда. So the cities of the plain were the ones that experienced the judgment. И на суд этот пережили на себе города, находящиеся в долине Содома и Гоморры. That shows that if God so chooses, He can isolate individual cities and judge them. И этот суд показывает, что Бог, если захочет, может выбрать для суда отдельные какие-то города, отдельные территории, осудить только их. In fact, there are other examples of God striking dead individuals as a result of individual sin. И есть также другие примеры, когда Бог просто поражал намертво отдельных людей за какие-то их личные грехи, индивидуальные. So we can learn a lot from past judgments. Поэтому мы многому можем научиться из этих вот прошлых судов. God sometimes has to judge His own people even. Богу порой даже приходится судить собственный народ. Israel's experience in the wilderness was a judgment on that generation. То, что пережил Израиль в пустыне, поколение Исхода, это был суд над тем поколением. The generation that saw the miracles of the plagues. Поколение, которое видело чудеса 10 казней. That generation that saw God parting the sea, the Red Sea. Поколение, которое увидело, как Бог просто вот открывал перед ними проход по дну Черного моря. That generation that heard the voice of God from Mount Sinai. То самое поколение, которое слышало голос Божий с горы Синай. Received His law. То поколение, которое получило Его закон. God prevented them from entering the land. И им Бог не позволил войти в землю. They wandered in the wilderness for 40 years until all of them died. Они блуждали в пустыне 40 лет, пока все не умерли. Another example of a particular people are the Canaanites. И еще один пример суда над конкретным народом или группой народов – это хананеи. Not only did God give Israel the land in the conquest, Бог не только дал Израилю землю при завоевании Иисуса Навина, but this also shows that God can use a variety of means to bring judgment. но это также, эта история нам показывает, что Бог может использовать самые разнообразные средства, чтобы навести свой суд. In fact, He can bring judgment in any form that He so pleases. И Бог может навести суд в любом виде, как Ему заблагорассудится. During the conquest, God desired to use the nation of Israel as His instrument
to judge the И во Canaanites. время завоевания Иисусом Навином Бог решил использовать народ израильский как инструмент суда над хананеями. So God can use water, the Потому- waters of the flood. Бог может использовать воды потопа. God can change even the nature of mankind in the confusing of the languages. Может изменить природу человечества и то, что происходит в человеческом уме, смешав языки. So not only water, but He can bring fire from heaven. Бог может не только воду, но и огонь навести с небес. Sodom and Gomorrah. Это пример Содома и Гоморры. He can drag out a judgment over 40 years if He Он wants to. может растянуть суд на 40 лет, если захочет. So He can use a variety of means and instruments. То есть Бог может использовать самые разнообразные средства и формы суда. He can even use His own people in the conquest to judge another people. И Бог даже мог использовать свой собственный народ для того, чтобы осудить хананеев. God also brought judgment upon the northern and southern kingdoms Бог также навел суд на северное и южное царство. and sent both in captivity and И exile. оба царства отправил в плен и изгнание. Okay. What is the greatest, you might even say, Old Testament judgment? И какие же самые значимые, самые великие ветхозаветные суды? Now, Какой какой самый I'm великий? talking about Old Testament time frame, era, but not necessarily in the Old Testament. Ну, я говорю о ветхозаветной, скажем так, временной шкале, но я не говорю про события, которые описаны в книге. The greatest judgment of all Самый time. великий суд всех времен какой? Flood. No. Адам и Ев. Вообще всех времен. No. Great White Throne, еще версия. No. Нет. Когда был осуществлен самый великий суд всех времен и народов? On the Calvary, on the cross. Yep. Да. Правильный ответ Crucifixion. Иисус. Да, распятие. All of sin of mankind was judged on the cross. Все грехи человечества были осуждены на Голгофе. This is before the church age, because the church doesn't begin until the day of Pentecost. И это еще случилось до наступления века церкви, потому что век церкви начался в Пятидесятницу. So you can put it like in the Old Testament in terms of the time frame. Old Testament. Когда речь идет о временной шкале, то вы можете поместить распятие еще в ветхозаветную временную матрицу. So that's the greatest of all judgments. И это самый великий из всех судов Божьих. We can put all these on a timeline. И мы можем эти суды нанести на временную шкалу From eternity to eternity. от вечности до вечности, от eternity до вечности. English and Russian. Да. Have to remember to change that. So we have the judgment of the fall of man. Итак, суд при грехопадении человека. We have the Genesis flood. Мы видим Ноев потоп. Babel shortly after, maybe 100 years. Мы видим Вавилонскую башню вскоре после, может быть, 100 лет спустя. Sodom and Gomorrah, still in the book of Genesis. Содом и Гоморру, это все в книге Бытие. And what's that? Conquest? No, it's desert. The wilderness. Desert. Да. Wilderness. Пустыня. Да. And there's the Canaanite judgment. И Judgment of дальше Canaanites. суд над хананеями, это завоевание земли. Judgment of Israel. И суд над Израилем. Ну, все вот эти изгнания, плен. Notice that God periodically brings judgment throughout history. Обратите внимание, что на протяжении всей истории Бог периодически время от времени наводит суд. In the middle of history, the judgment on the cross. И кульминационная точка всей истории – это суд, который Бог осуществил на Голгофе. And we're awaiting a future period of judgment. И мы ожидаем будущего периода, когда тоже будет происходить много судов. We're living in a period of grace where God is withholding judgment on a large scale. Мы живем в период относительной благодати, когда Бог удерживает свой гнев, ну, когда мы говорим о каких-то таких масштабных его проявлениях.
So let's take a look next at God's Спокойное, wrath. скучное, нормальное время. God's judgment is an Рассмотрим expression of His wrath. Божий гнев. И Божий суд – это проявление Его гнева. In fact, a lot of passages that refer to God's wrath are in a context of His judgment. И очень многие отрывки, говорящие о Божьем гневе, они размещены как раз-таки в контексте Божьего суда. God's wrath could be spelled out as God's holy reaction against sin. И Божий гнев можно определить как Его святая реакция, Его святой отклик на грех. And it's described in 2 Kings 22:13. И этот гнев описан в 4 Царстве 22:13. Great is the wrath of Yahweh. Велик гнев Господень. So let's look at some passages pertaining to the wrath of God. Давайте рассмотрим некоторые отрывки, касающиеся гнева Божьего. Anyone remember where we left off? 4 Царство 22:13. You got it? You get it? 2 Kings, you get it? Where did we leave off the reading? Так, на ком мы остановились? Вопрос чтения. Пойдите, вопросите Господа. No, not yet. Read this one. That one is Малый пророк Наум. Nahum 1, 2 through. We won't read the whole thing, but you can write it down and read it later. Может быть, весь не будем отрывок читать, но 2 Thessalonians 1, 5 through 8. 2 Фессалоникийцам 1, 5, 8, Лариса. Romans 2, 5. Римлянам 2, 5, Василий. And Psalms, we'll have to check this one, 78:49. Псалом 77, 49. And let's see, who's that one? Is that you? Okay. And then Jeremiah 4. 77. Еремия 4, 4. Нет. Nahum 1 and 2. Наум, 1 глава. Notice all of these pertain to God's wrath. Обратите внимание, все вот эти стихи говорят о гневе Божьем. And it describes that wrath, and most of them are in the context of judgment. И этот гнев описан, и эти описания, большая часть из них находится в контексте суда Божьего. So let's start with Nahum 1. Начнем с Наума 1 главы. Start in verse 2. Начнем со 2 стиха. Господь есть Бог ревнитель и мститель. Мститель Господь и страшен в гневе. Мстит Господь врагам своим и не пощадит противников своих. Okay. So he reserves wrath for his enemies. Итак, Бог держит гнев для своих врагов. He's an avenging and wrathful God. Он Бог, который мститель и страшен в гневе. Also read verse 3, but this needs to be also mentioned. Также это нужно упомянуть. Господь долготерпелив и велик могуществом и не оставляет без наказания. В вихре и в буре шествия Господа. Облако пыль от ног его. Okay? So he's slow to anger. Итак, он медлен на гнев. He gives people time to repent. Он дает людям время покаяться. He gives people the opportunity to come to know him. Он дает людям возможность прийти к познанию Его. The opportunity to escape from his wrath. Возможность избежать своего гнева. And notice, I mentioned earlier, when he brings judgment, it is in power. That verse says that as well. И обратите внимание, как я уже раньше упоминал, когда Бог совершает суд, Он делает это в силе своей. There are more descriptions of that wrath in the following verses as well. И в следующих стихах есть больше описания этого гнева. 2 Thessalonians, let's read that one. 2 Фессалоникийцам, давайте оттуда прочитаем. 1, 5, 8. 2 Фессалоникийцам 1, 5, 8. Доказательство того, что будет справедливый суд Божий и праведный суд Божий, чтобы вам удостоиться Царствия Божьего, для которого вы страдаете. Ибо праведно пред Богом, оскорбляющим вас, воздать скорбью, а вам, оскорбляемым, отрадую вместе с нами явление Господа Иисуса с неба, с ангелами силы Его,
пламенеющем огне, совершающий отмщение не познавшим Бога и не покоряющимся благовествованию Господа нашего Иисуса Христа. Okay, he's talking about those who are being persecuted, and they can be assured that God is going to deal in justice. Павел обращается к тем, кто подвергся гонениям, и он убеждает, увещевает их в том, что Бог не оставит ненаказанным, Бог не оставит без справедливости. His justice or his judgment is righteous. Его суд праведен. And let's see, it's going to come from heaven. И этот суд придет с небес. With his mighty angels in flaming fire. So he's going to use instruments. С ангелами его в пламенеющем огне. То есть Бог будет использовать определенные инструменты. So God is going to deal justly with those that have dealt with you unjustly. И Бог поступит по справедливости с теми, кто с вами поступает несправедливо. There's the word retribution or God's retributive justice in verse 8. В стихе 8 мы видим слово отмщение, да, или воздаяние. То есть это вот как раз первый вид, да, карающая Божья справедливость. Romans 2:5, Vasya. Римлянам 2:5, Василий. Но по упорству твоему и нераскаянному сердцу ты сам себе собираешь гнев на день гнева и откровения праведного суда от Бога. So God is storing up wrath. Бог потихонечку накапливает, аккумулирует этот гнев. So you can build up wrath. It can come in degrees. То есть этот гнев можно себе еще собрать, накопить до определенной степени. Jesus indicates that there are degrees of wrath as well. И Иисус также указывает на то, что есть разные степени гнева Божьего. Remember when he reprimanded the cities like Capernaum, where he performed miracles? Помните, когда он обличал города, например, Капернаум, где он совершал чудеса? He said it's going to be more tolerable. In other words, greater degree, more tolerable for the cities of Sodom and Gomorrah than the people at Capernaum. Он сказал, что легче будет Содому и Гоморре в день суда, чем вам, Капернаум и прочее. Let's see if this is the correct one, Psalm 78:49. И давайте посмотрим, 77:49. In my version, it says, Yeah, he unleashed against them his hot anger. okay, his burning wrath or anger. Yeah. Да, ну, этот текст говорит, прочитайте, кто? 77:49. Він послав на них свій гнів, запальний лютістю, волені і лукас, послання злих ангелів. Okay. Indignation. Пламень гнева своего, негодование. And in here it refers to, he uses angels as well. И здесь он также использует Бог ангелов для осуществления гнева. So God can use a variety of instruments, even supernatural creatures. И Бог может использовать самые разнообразные инструменты, чтобы навести свой гнев, даже сверхъестественных ангельских существ. He can use floods, he can use fire from heaven. Он может использовать потопы, огонь с небес, He can use his own people, свой собственный народ, like Israel over the Canaanites. Израиль в отношении хананеев. He can use angelic creatures as well. И он может использовать также ангельских существ. Jeremiah 4:4, what does that tell us about God's Иеремия wrath? 4:4, что этот отрывок нам говорит о Божьем гневе. Обрежьте себя для Господа и снимите праведный плоть сердца вашего, мужи Иуды и жители Иерусалима, чтобы гнев мой не открылся, как огонь, и не воспылал неугасимо по причине злых наклонностей ваших. Okay, God's wrath can be poured out on his people. This is on Israel. Гнев может излиться на его народ, то есть на Израиль. So that's the wrath of God. Так, и вот это гнев Божий. And it's seen displayed when he brings judgment. И мы видим, как этот гнев проявляется, когда Бог совершает суд. So just as God judged in the past, И точно так же, как Бог судил в прошлом, we can be certain that the judgment that he has promised in the future is just as certain. мы можем быть, на основании этого можем быть твердо уверены, что Он подобным же образом неотвратимо будет судить в будущем.
First of all, I want you to be aware that there are different views within Christianity concerning judgment. И, во-первых, я хотел бы вас предупредить, что среди христиан есть разные точки зрения на будущий суд. Concerning the final judgments, Особенно вот касательно последнего суда. Что это будет? there are some, this is unbiblical, these are unbiblical views. И есть небиблейский взгляд. Вот мы сейчас перечислим. There are some that don't believe in judgment at all in the Есть future. те люди, которые не верят в будущий суд. They emphasize the love of God, the goodness of God, Они подчеркивают Божью любовь, Божью благость, and they don't see God judging in the future. и они вообще не рассматривают перспективу того, что в будущем Бог будет судить. But we want God to complete His justice. Но мы хотим, чтобы Бог завершил свой справедливый суд. We want Him to bring ultimate justice. Мы хотим, чтобы справедливость окончательно восторжествовала. And the Bible assures us that this is an unbiblical view. И Библия убеждает нас в том, что такой взгляд на Бога не библейский. Roman Catholics have a view on purgatory. That's an unbiblical view as well. И у Римо-католической церкви есть такая точка зрения о чистилище. Это тоже не библейский взгляд. There are some that believe in annihilationism, where the unbeliever doesn't face ultimate judgment. И есть люди, которые верят в аннигиляцию, то есть в уничтожение души, что неверующие не переживут, да, как пыль просто разлетятся и не будут испытывать окончательного суда. There are many in the church that believe that there is just one ultimate, final, general judgment. И есть такие верующие сейчас, которые верят, что будет один такой общий суд на всех. There's not a series of judgments like the ones that we will look at. Не просто серия судов, да, то есть как бы разные суды с разными людьми, как мы сегодня рассматривали. There's one judgment like the one that we see in Revelation chapter 20. Просто вот один суд, как мы вот видели сегодня в Откровении 20 главе. Now, both Catholics and Protestants hold to this view. Lots of. И есть и католики, и протестанты, которые верят вот в эту точку зрения. Remember when I was giving you the survey of the different views? Помните, я давал вам обзор разных взглядов. Remember I mentioned postmillennialists and amillennialists believe just in one. Я упоминал вот постмиллениалистов и амиллениалистов, которые верят вот в один такой общий суд. We've been emphasizing the premillennial view. И мы уже подчеркивали с вами премиллениалистский взгляд. I believe it's the most biblical view. Я верю, что он является наиболее соответствующим Библии. And there are several judgments at different times involving different groups. И согласно этому взгляду есть несколько судов, которые происходят в разное время и включают в себя разные группы людей. So let's take a look at those different judgments. So there are several future judgments. И давайте рассмотрим, что же это за будущие суды, их несколько. When we talked about the church, does the church experience judgment? Когда мы говорим о церкви, переживет ли церковь на своей шкуре суд? No. In heaven. Yes. No. Да. Yes. Да, No. нет, дебаты. Ministry of Christ. Церковь начнется с Okay. We said no in that we never suffer judgment for sin. Но мы говорили, с одной стороны, нет, потому что церковь никогда не будет судима за грех. Because Jesus took all of the penalty of all of our sin. Поскольку Иисус понес на себе наказание за все наши грехи. But we also said Но мы that также we will говорили, stand before and give an account at the что judgment. мы все предстанем и дадим отчет. But this is not a judgment for sin. Но это не суд за грех. This is a judgment to determine whether we receive reward or not. Это суд, который определит, получим мы награды или нет. The word that is used is the bema, and we described that when we were talking about the church. Слово, которое там используется, оно называется бема, и мы подробно вот это судилище Христово обсуждали, когда говорили о церкви. Now it's specific and involves only the believer.
Это совершенно конкретный отдельный суд, который включает в себя только верующих. Only Christians Only believers of church age. of the church age. Да, только верующих века церкви, только христиан в таком вот очень Yeah, узкотехническом смысле. only believers of the church age. Good Да. clarification. Да, верующие века церкви. And you remember we looked at 2 Corinthians 5:10. И помните, мы с вами рассматривали 2 Коринфянам 5:10. We won't read it again. Читать уже снова не будем. We also saw Romans 14:10. И также мы с вами рассматривали Римлянам 14:10. Обоих, как говорится, о судилищах. The most important passage was 1 Corinthians 3. И самый важный отрывок это, конечно же, 1 Коринфянам 3. That's verses 10 through 15. Это 1 Коринфянам 3 глава с 10 по 15 стих. The consequences of that evaluation is we will receive rewards. И каковы же будут последствия этой оценки? Во-первых, мы получим награды. In fact, that 1 Corinthians 3 passage makes it clear that we build on the foundation of Christ. И 1 Коринфянам 3 глава дает совершенно ясно понять, что мы строим на основании, которое есть Христос. Paul is using the analogy of building on a foundation. Павел использует вот эту аналогию строительства на уже заложенном In фундаменте. other words, how we live our life after we have the foundation of Christ. То есть вопрос в том, как мы проживем нашу жизнь после того, как в ней заложено основание Христос. If we are faithful to the Lord, then we receive reward. И если мы верны Господу, то получим награду. In fact, the more faithful that we are, the more reward we receive. И даже чем более мы верны, тем больше мы получим. But 1 Corinthians 3:10, that same passage, indicates we can suffer loss. Но 1 Коринфянам 3:10 в том же самом отрывке указывает на то, что мы можем потерпеть урон, ущерб. Not the loss of salvation, Не потерю спасения, but the loss of reward. но потерю награды. So the unbeliever that is unfaithful and lives in the flesh loses reward. Believer, I mean. И верующий, который не послушен и живет по плоти, потеряет свою награду, которую мог бы иметь. In fact, some believers are partially faithful and partially unfaithful. И некоторые верующие, они на самом деле, они как бы частично верны, частично неверны. Библия, жизнь. They may have few rewards, but they may also lose some reward. Они могут иметь мало наград, либо потерять какие-то из наград. We put it on a timeline, if you remember. И давайте разместим этот суд на нашей временной шкале, да, мы помним эту шкалу. Judgment seat of Christ, probably shortly after the rapture. Судилище Христово, скорее всего, случится вскоре после восхищения церкви. The church, the true believers are not on earth anymore, they are raptured and are with the Lord. Церковь, подлинные верующие, уже не будут на земле в это время, они будут восхищены и будут пребывать вместе с Господом. So that's one separate and distinct judgment. Итак, это вот один такой отдельный, совершенно особенный суд. We have several judgments in the tribulation, И у нас будет несколько судов во время скорби, where God is bringing judgment on the earth. когда Бог будет приводить суд на землю. That's in contrast to the church, which is in heaven. И это вот как бы в противоположность церкви, которая будет уже на небесах в это время. The church no longer on earth receives or goes to the judgment seat of Christ. И церковь, ее не будет уже в это время на земле, а церковь отправляется на судилище Христово. Tomorrow we'll look more closely at the many judgments that fall on the earth. There are many individual ones. И завтра мы с вами более детально рассмотрим вот эти многие суды, которые падут на землю во время скорби. Их там много будет. Чаши. So all these bowls, Three major sets, да, yes. 3 таких базовых комплекта, да. But Чаши, трубы, чаши. there's others as well. There's others besides the 3 major sets. Но и помимо этого, этих, так сказать, базового комплекта есть еще и другие. So the tribulation judgments are on the earth. Поэтому суды великой скорби, они обрушатся на землю. And I need to go to the other one. Так, мне нужно перейти на другую презентацию.
Okay. Those on the earth, or the tribulation judgments, the objects. Итак, те, кто останутся на земле, станут, на них обрушатся вот эти суды скорби, они станут объектом этих судов. Judgments on the earth involving the natural realm, but also pronounced on mankind. Суд разразится на землю, то есть на природу, которая будет на земле, но также и на человечество. Those alive on earth at that time will experience these judgments. Все живущие на земле в то время, они переживут на себе вот эти суды. But like the flood affected all of the earth, Точно так же, как потоп повлиял на всю землю, затронул всю землю. so also some of these judgments are like famines that destroy crops. Также некоторые из этих судов, например, голод, который уничтожит урожай. There are falling objects out of the sky that collide with planet Earth. Falling out. Objects, Да, также, то asteroids, есть вот probably. все они также затронут всю планету. Будут также какие-то объекты падать, может астероиды или что-то в таком духе, падать на Землю, уничтожать урожай. Earthquakes and other natural cataclysms. Землетрясение, еще один вид естественных природных катаклизмов. So the consequences involve cataclysms, Поэтому последствия этого суда включают в себя катаклизмы. and they're also involving the new set of believers that come about during that time when they experience persecution. И также тем верующим, которые поверят в Христа вот в это время, придется испытать на себе гонения. We just completed looking at how horrible those conditions will Мы be in the future. просто вот только что с вами рассмотрели, как жутко будет жить вот в тех условиях великой скорби. Let's take a look at some of those series of judgments. Давайте рассмотрим вот эти серии судов. Turn to Revelation in chapter 6. Откройте, пожалуйста, Откровение 6 главу. And let's take a look at the seal judgments, and that's probably all the time we'll have for today. Давайте рассмотрим суды печати, и, наверное, это все, что успеем за сегодня. Откровение 6. The first four are pictured using the imagery of four horsemen. Первые 4 суда изображены вот в виде этих образов всадников, всадники апокалипсиса. That's why I use the imagery of horsemen in the slide. Вот почему эти изображения всадников и лошадей на слайде. There's a white horse, a red horse, a black horse, and a pale horse. Белая, красная лошадь, черная и такая бледная, зеленоватая. Or horsemen riding these horses. Ну, по-моему, бледные, на нем всадники, да. Ну, в синодальном бледные. So let's take a look at the first one and let's read the text. Итак, рассмотрим первую лошадь и прочтем текст. И первого всадника. Where do we Philippians 6, 1, and read verse 1 first, and then. Сначала первый стих, пожалуйста, Алис. І я бачив, що Агнець розкрив одну з 7 печатей, і почув я одну з 4 тих тварин, яка говорить як голосом грому. Підійди. Okay. Notice who's involved here. Посмотрите, кто здесь участвует в этом процессе. Lamb. The Lamb. Now, in the book of Revelation, the title for Jesus Christ that is most common, he's called the Lamb. И в книге Откровения наиболее употребляемый термин, титул для обозначения Иисуса – это ягненок, агнец. I think it occurs like 29 times in the book of По-моему, в Revelation. книге Откровения 29 раз этот титул употребляется. It's to remind us that the same one that is bringing these judgments Чтобы напомнить нам, что тот самый, кто совершает все эти суды, is that one that was the Lamb of God that was slain on the cross. это Он был тем агнцем, ягненком Божьим, который был заклан на кресте. Now, in the book of Revelation, there are many titles
that are given to the Lord Jesus В Christ. книге Откровения очень много разных титулов дано Господу Иисусу Христу. Most of them are only used 1 or 2 times. И большинство из них используются там 1-2 раза. But Jesus as the Lamb occurs, I think, 29 times. Но Иисус называется ягненком, агнцем, по-моему, 29 раз во всю книгу. 27. 27? Oh, she's Yeah. got a concordance. Да, вот. А может, мой счетчик неправильно. Good. Хорошо. So, chapter 6, by the way, Итак, 6 глава. Кстати, just to kind of give you the structure of the book of Revelation, we'll do more of this later. просто даю такую краткую структуру книги Откровения. Мы чуть побольше об этом поговорим. Should we write it down or... Not for now. Later I'll give you. Сейчас не надо, I'll потом. give you a better outline later. Более качественный план дам позже. You can divide the book into 3 parts. Книгу можно разделить на 4 части. На 3 части. Okay. The first part is you have an introduction that includes the vision of Jesus Christ. Первая часть включает в себя введение, и в этом введении мы также видим видение Иисуса Христа. In fact, a simple outline, turn back, before we look at chapter 6, turn back to chapter 1. Но давайте вот увидим этот простой план. До того, как переходить к 6 главе, откроем первую, Откровение 1. Jesus gives this simple 3-part outline of the book of Revelation. Иисус сам, чтобы студенты колледжа не мучились, дает краткий план книги Откровения. Jesus, resurrected, is speaking in beginning in verse 17 through verse 20. Воскресший Христос говорит сам, и давайте прочитаем, что он говорит с 17 по 20 стих. He's writing to John, Он пишет, обращается к Иоанну, Иоанн записывает. and notice he says, write the things which you have seen. И обратите внимание, 19 стих. «Итак, напиши, что ты видел». What are the things John has seen? He's already seen something. Что видел Иоанн? Он уже что-то видел. He sees the vision of the resurrected Christ, beginning in verse 9, after the introduction to the book. Он видит видение, ему является воскресший Христос после 9 стиха, вот мы читаем об этом. All the way through verse 16. В начале книги и вплоть до 16 стиха. So he's to record that. То есть это тоже надо записать. Вот то, что ты видел, это вот это воскресший, явившийся ему Христос. And then he says, and the things which are in the present И tense. напиши, что есть в настоящем времени. The things that exist in the time of John. Что существует во времена Иоанна. And what he's referring to there Yeah, are probably chapters 2 and 3, Это, скорее всего, главы 2 и 3. which refer to the 7 churches, the church age, things pertaining to the church. Указывают на 7 церквей, все то, что касается века церкви. We have 7 letters to 7 churches that existed in Asia Minor in the first century. Мы видим 7 писем к 7 церквям, которые существовали в Малой Азии в то время, в первом столетии. Those are the things which are. Вот это то, что есть. But notice also he says, and И, обратите внимание, the things which shall take place after these things. что будет после сего, то есть что будет после этого. After the things pertaining to the church age. После всего, что связано с веком церкви, что будет. Now beginning in chapter 4, notice how chapter 4 begins. И начиная с 4 главы, посмотрите, как она начинается. What did John say? Write the things that will take place after these things. То есть помните, в 1.19 Иоанн записал, Иисус сказал Иоанну записать, да, напиши, что будет после всего. Now chapter 4, verse 1, how does it start? 4 глава, 1 стих, с чего начинается? After these things. После всего. And he's just completed talking about the 7 churches. И они только что закончили говорить он только что закончил говорить о 7 церквях. Now he begins to see visions of the future. И теперь он начинает видеть видения о будущем.
Now I believe in chapter 4 and 5 he sees a heavenly vision И я верю, что в 4-5 главе Иоанн видит вот эти небесные видения. of things pertaining to after the church age. Он видит то, что уже относится к времени после века церкви. So 4 and 5 are a heavenly vision. 4-5 глава это небесные видения. Two things are the main focus there. И две вещи, которые являются основным фокусом здесь. Chapter 4 focuses on the throne, and it's the throne of God. 4 глава фокусируется на престоле Божьем. The place where God rules and judges. Месте, где Бог правит, где Он судит, где Он царит. And it's a vision of the Father, И probably. это, по всей видимости, видение Отца, Бога Отца. It's a heavenly vision of worship of the Father. Это вот это небесное видение, которое показывает нам поклонение Отцу. And then in chapter 5, the focus is on this person. И в 5 главе фокус уже на некой личности. And this person is the Lamb. И личность это, конечно же, агнец, Verse ягненок. 6. Стих 6. I saw between the throne with the 4 living creatures and Я the elders взглянул. a lamb И вот посреди престола и 4 животных из старцев стоял standing as if агнец, slain. как бы закланный. Now, John is told in Yes. verse 5, И Иоанну сказано в 5 стихе, he sees a scroll or a book. что вот он там видит книгу или свиток. That scroll, let's see if I can be an artist here. Вот этот свиток, да, вот, ну посмотрим, какой из меня художник. It has 7 seals. На нем 7 печатей. So John sees a scroll with 7 seals, Итак, Иоанн видит свиток с 7 печатями, and he wants to see what's inside the scroll. и он хочет увидеть, что же внутри этого свитка. No one is able to open the scroll. No one is worthy. Никто не может открыть этот свиток, никто не достоин. So John is concerned. И Иоанн уже забеспокоился. There's only one that can open the scrolls. И тут оказывается, что только один может открыть свиток. It's the Lamb. И агнец. Okay, so the Lamb is the only one that can open. He's the only one that is worthy to take back the earth. Агнец единственный, кто может открыть свиток, он единственный достоин взять землю назад в свое владение. Some scholars believe that the scroll is the title deed to the earth, like ownership. Да, некоторые ученые считают, что вот этот свиток, эта книга, это, как называется, это сертификат о праве на владение на землю. То есть, как квартира, да, когда она называется, право властности, да, сертификат права властности на землю. So this is what John sees in the vision, that he sees a heavenly vision. То есть вот это то, что Иоанн видит в этом видении, это небесное видение. Okay. So now in chapter 6, we read verse 1. И вот 6 глава, мы читаем 1 стих. The Lamb is going to open the scroll one seal at a time. Агнец начнет открывать печати, одну за другой. And as he opens the scroll, he's going to see certain things. И по мере открытия этих печатей мы увидим определенные события, определенные вещи на земле. So he opens the scroll. The 4 living creatures, by the way, И он открывает их. Кстати, вот эти 4 животных are mentioned in chapter 4 and 5 in that heavenly vision. в 4 и 5 главе, вот в этом небесном видении. They are very close to the throne of God. Они весьма близко находятся у престола Божьего. So the 4 living creatures are involved in the opening of the seals as well. И 4 вот этих животных, они также участвуют в открытии печати. And is it Nadia's turn? Read verse 2. Here's what John sees after the first seal is opened. Очередь Нади читать. И посмотрим 6 глава, 2 стих, что же происходит после открытия первой печати. Я взглянул, и вот конь белый, а на нем всадник, имеющий лук, и дал бы ему венец, и вышел он как победоносный, и чтобы победить. Okay, so he sees a white horse, Итак, он видит белую лошадь. like we have here,
Вот with a здесь. bow. С луком, и всадник, у которого лук. So we have a personage riding, И personage riding. a person riding the horse. Да, и мы видим, да, то есть человека, ну, личность всадника, And he's который на a лошади. leader, he's a kingly figure, he's got a crown. И он царственная фигура, царственная личность, ему дан венец, And he корону. conquers, he goes out and conquers. Он выходит и завоевывает. Okay? Who is the rider of the white horse? Кто же этот всадник на белом коне? Никто не знает. No one knows. No one knows? Но это получается этот, который подписал завет. Maybe the one who signed the covenant. Нет, это еще- Very good. Хорошо. Very good. Now, a lot of commentators say it's Christ, Некоторые комментаторы говорят, что это Христос. mainly because it's a white horse. А в основном потому, что упоминается белая лошадь. But it can't be Christ because he's the lamb. He's the one that's opening the scroll. Тут агнец есть, как можно? Но это не может быть Христос, потому что Христос это агнец. Он... Ну, это же говорит. But he impersonates Christ, riding a white horse. Но мы видим, что вот этот всадник, он как бы, как сказать, притворяется Христом, да, едя на белой лошади. More than likely, he's Antichrist. И более чем вероятно, что это антихрист. He appears like Christ on a white horse, Он является всем как Христос на белой лошади. and he is beginning to develop a kingdom. He's conquering. И он начинает строить царство, он завоевывает свое царство. Now, the implication, along with what follows, is that there's peace. И вот когда мы читаем то, что дальше происходит, то понимаем, что вот эта лошадь она символизирует мир. And as Nadia indicates, this is probably a picture of Antichrist as he signs the Как covenant. Надя упомянула, что, скорее всего, это образ антихриста, как после того, как он подписал завет с Израилем. There is also the statement, there are No arrows. Very good. So it's not Christ. Есть it's также, Antichrist. как бы можно заметить, что есть лук, но нет стрел. All right. Там написано как будет. So this is probably a picture of the very beginning of the tribulation, because now we see things taking place on earth. И, по всей видимости, это образ происходящего на земле сразу же в начале скорби. Now there's going to be some parallels that I think we can see between the seal judgments and what Jesus says in Matthew 24. И я думаю, что мы можем увидеть некоторые параллели между судами печатей и тем, что Иисус говорит в Матфея 24 главе. In fact, if you turn to Matthew chapter 24, what's the very first thing that Jesus speaks И of? когда мы откроем Матфея 24 главу, что первым делом говорит Иисус? You got Matthew 24? Открыть у вас Матфея 24. Notice verse 4. Обратите внимание, 4 стих. You're up. 24:4. Юра. Read verse 4 and 5. 4 и 5. Иисус сказал им в ответ: «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим и будут говорить: Я Христос, и многих прельстят». Okay? So the first thing that Jesus announced is a false Christ. И первое, что провозглашает Иисус, говорит, будут лже-христы. And that's what Antichrist would be the epitome of false Christ. И, естественно, антихрист будет кульминацией вот этих лже-христов, самым таким ярким проявлением, лже-христом по сути. Back in Revelation, let's take a quick look at the second seal. Вернемся к Откровению и давайте на вторую печать быстро посмотрим. And that's where we'll end today. И на этом сегодня мы закончим. So I believe that the first seal is peace. There's no arrows. He conquers peacefully. Я верю, что первая печать это мир, никаких стрел, только лук. Антихрист все завоевывает очень мирно. A peace established by Antichrist. Это мир False установленный, peace. ложный мир установленный антихристом. And then we have a second horse. А потом у нас идет вторая лошадка. Jana, verse 3. С третьего. Откровение 6:3. И сей сидящий видом был подобен камню ясного. Нет, 6 глава, 3 стих. И когда он снял вторую печать, я слышал второе животное, говорящее: иди и
4. Okay, she read for. Поскольку лежит и сидящим на нем дано взять мир с земли, и чтобы убивали друг друга, и дан ему большой меч. Okay. Now notice in verse 3, Обратите внимание в 3 стихе. when he broke the second seal. Who is the he? Когда он снял вторую печать, кто он? Jesus? Yep, the Lamb? lamb. The lamb. Агнец. So we have the breaking of the second seal. Итак, мы видим снятие уже второй печати. Christ is the one that's opening the book. И Христос открывает вот этот свиток. And what do we have? Что мы дальше видим? We have a red horse. Красную, рыжую лошадь. What else do we have? Что еще мы видим? Меч. Sword. And notice it was granted. In other words, judgment was granted. И обратите внимание, вот это слово «дано» было взять мир с земли. God is bringing these things. То есть, как бы Бог дал, да, Бог осуществляет эти процессы. We have a sword, a makaira. И мы видим вот греческое слово для обозначения меча «макайра». This is a sword of the executioner. И это меч палача. It was also used in battle, in war. Он также использовался на войне, во время битвы. So we have the executioner's sword. То есть это вот такой меч палача. It's not a short sword like they use. No, it's a longer one. То есть это длинный меч, это не такой короткий, который они носили при себе. In fact, this is possibly what it looked like. Ну, примерно так он мог выглядеть. And it says that peace is taken away. So what does that mean? Дальше сказано вот еще, что дано было взять мир с земли. Что это означает? We're talking about war. Men are slaying one Мы another. говорим о войне, что люди убивают друг друга. And a great sword was given to Что him. большой меч был дан. Now, turn back to Matthew. Откройте еще раз Матфея 24. And what does it say in verse 6? Что говорится в 6 стихе? После лже-Христов. Just the first part. Просто первую часть 6 стиха. Як ніби голос почув посеред чотирьох тих 24:6. Actually, Матфея. the whole verse. Yeah, the whole verse. The hearing of wars and rumors of wars. Про війни почуєте і про воєнні чутки. Глядіть, не лякайтесь, бо статись належить тому, але це не кінець ще. Okay, and then 7, И седьмой. nation will rise against nation, Восстанет народ на народ, kingdom against kingdom. царство на царство. Okay. So the second, so peace is taken away, Итак. implying that the peace at the beginning. Мир взят с земли, подразумевается, что мир-то был изначально, было что брать. So war. И началась война, когда мир был взят.